a San Petersburgo? ¿Qué te parece el tren y Me parece todo? la gloria, lo calientito que es y cómo se está. Дорога на Сапсане занимает около 4 часов. Это недорого и очень удобно. Посмотрите, можно даже повесить свои вещи. Здесь мы уже вышли, и Питер нас встречал снегом. Странно, потому что в Москве снега не было. И очень классно, что выходя из вокзала, сразу можно оказаться на Невском проспекте, одной из самых известных улиц или туристических улиц. Primera recomendación, guantes, no saquen la mano del bolsillo. Si nieva, no lleven maleta con ruedas. Y ya está. ¿Qué se siente viajando con un español a Rusia? No sé, se siente un poquito de debilidad, la verdad, porque no sabe hablar ruso y tienes que traducir todas estas cosas. И в самом переводе, даже синхронном, нет ничего страшного. Но проблема наступает, когда у тебя двойная ментальная нагрузка. Ты должен взаимодействовать с другими людьми, брать ответственность за принятие всех решений, объяснять что-то иностранцу, пока твоего решения ожидает другой человек. Alguien que solamente ha visto la nieve 3 veces en su vida. Se me congela la mano. ¿Contento Sí, por la nieve? sí, solamente me queda un muñeco de nieve. Возвращаясь к Невскому проспекту, именно идя по нему, можно сразу посетить множество достопримечательностей. Например, Думскую башню или Казанский собор. И даже войти внутрь. Оно того стоит, тем более, что бесплатно. Кстати, угадайте, сколько по времени его строили? И обратите внимание на количество колонн. Проголодавшись, можно зайти в столовую. Самое дешевое место, чтобы поесть в Питере. Ну и да, домашнее. ¿Qué te parece tu almuerzo? Me parece muy bueno, muy casero, pero me parece increíble que esto cueste solamente 5 euros. Обычно к этому моменту зимой вода в каналах замерзает, но не в этот раз. Поэтому сейчас полюбуемся на арку главного штаба, и нам надо пройти внутрь, чтобы оказаться на Дворцовой площади. Посмотрите, какая огромная! И именно в этот момент пошел снег, создавая сказочную атмосферу с видом на Зимний дворец. Знаете, что это? Estás con... Примерно с 1760-х годов Зимний дворец являлся резиденцией русских императоров. Но то, что мы видим с вами, это не изначальная версия, потому что дворец полыхал в серьезном пожаре, и его модернизировали после. Затем была революция, потом Вторая мировая война, и сейчас в Эрмитаж приходят в основном по двум причинам. Первая – это насладиться искусством. Вторая – посмотреть интерьеры. No voy a decir esto en cámara. Dime, No. dime. Nada, es súper bonito. Это иорданская лестница, через которую мы можем войти. Aquí, si te fijas, están todos los hombres desnudos, las mujeres vestidas, y parece un poco... И рассмотреть все возможные детали. В Эрмитаже находится огромная великолепная коллекция искусства, но меня она не так интересовала, как парадные и жилые залы дворца. Обратите внимание на то, что залы не повторяются. И интересно то, что кажется, как много золота здесь использовано. На самом деле нет, потому что использовались тончайшие золотые пластинки. Интересно, что можно увидеть фотографии этих залов революционного периода и сравнить. Es bastante interesante todos los cuadros y todo el arte y quería verlo tranquilamente. Pero poco a poco ha sido como una
sala más, vale, otra más, y otra, y otra. Y ahora bifurcación. Посмотреть Эрмитаж за один день просто невозможно. Mi comida favorita de toda Rusia. ¿Cómo se llama esto? Пышки. Pues el pushki está increíble. А какова вероятность, что с тобой заговорят по-испански в Питере? Маловероятно, но все же возможно. Ровно как и с английским. Однако лучше всего знать русский, чтобы было больше шансов понять друг La друга. verdad es que estando aquí me gustaría aprender más ruso. И если вы хотите выучить действительно русский язык, я вам напоминаю, что не только записываю красивые видео из путешествий для прокачки вашего слуха. Кроме того, я еще и преподаватель русского языка, на уроках которого вы можете научиться безболезненно, безбоязненно общаться с носителями в любой непредвиденной ситуации. Так что записывайтесь и пишите. И мы с вами сейчас уже находимся в Екатерининском дворце, который, в свою очередь, находится в Царском селе. Впечатляет? Да, но не настолько, как Зимний. Зато его парк... Кстати, вернитесь назад и посмотрите первый зал Екатерининского дворца. Если вы смотрели диснеевский мультик «Анастасия», вы заметите сходство, потому что, конечно, Дисней вдохновился именно этим дворцом, чтобы рассказать историю об Анастасии и в целом историю предреволюционного периода. Там, конечно, все намешано, но какая-то историческая база присутствует. Сейчас мы уже находимся опять в Питере и видим памятник Петру, Исаакий. Скажите, хотите продолжение или уже достаточно?